привет, это Лена, и спасибо, что смотрите мой канал. Сегодня мы с вами будем говорить, а точнее продолжать говорить на тему ОПР. Кто еще не знает, что это за программа такая, ссылку на это видео вы найдете в описании. Сегодня я вам расскажу про свой год в Германии, но предупрежу сразу, что это видео будет полезно всем девочкам, кто хочет поехать по этой программе, потому что, несмотря на разные требования для визы, программа, в принципе, одна и та же. Итак, с чего все началось? Я всегда хотела поехать в Америку, жить в Нью-Йорке, эти небоскребы, желтенькие такси, Таймс-сквер меня всегда манили. И у меня был план, я хотела получить диплом и уехать сразу в Америку. Но когда я получила диплом, позвонила в агентство и сказала: все, берите меня, я уже спаковала чемодан и готова ехать в Америку. Мне на это ответили, что извините, набор девочек в Америку временно закрыт, у них там какая-то проблема была, в общем, можно поехать в Германию. Я была в шоке. Я всегда хотела путешествовать, посмотреть Европу, Париж, Италию, но Германию. Я никогда не хотела в Германию. Мне очень стыдно, но на тот момент я думала, что это вообще какая-то богом забытая страна, ни Эйфелевой башни, ни Колизея, вообще что там делать. В общем, я немного подумала, решила, что окей, это хороший способ дешево попутешествовать. Тем более я знала, что многие девочки подают на визу ОПР в США через Германию. Там больше вариантов ее получить, поэтому у меня изначально родился такой план – уехать в Америку через Германию. Для того, чтобы поехать ОПР в Германию, вам нужен уровень А1 немецкого языка, то есть сказать, как вас зовут, где вы живете, самые элементарные знания. На это мне понадобилось месяца 3. Я просто загуглила какой-то самоучитель в онлайне, купила книгу по грамматике, мне посоветовали, и таким образом я выучила этот немецкий. Пришла, значит, я в это агентство, меня проверили, говорят: все подходит, иди на собеседование в посольство. В посольстве все происходит так. Вы утром приходите, подаете документы, потом идете платить за визу, и после обеда вам назначают интервью. Соответственно, можно посмотреть, познакомиться с ребятами, кто точно так же подает на вашу визу документы, что я, собственно говоря, и сделала. Нас было человек 7, я спросила, кто-то учит немецкий со школьной скамьи, в университете. Я, соответственно, выделялась из этого списка, хотя была еще одна девочка, которая учила немецкий 1,5 месяца. Я себя утешала мыслью, что вот если она получит визу, то я получу ее 100%. Значит, начались интервью, все получили визу, эта девочка заходит, выходит вся в слезах, отказ. Это был ужас. На сайте посольства можно скачать список вопросов, которые будут на интервью, что, собственно, я и сделала, и тупо просто зазубрила на них ответы. Таким образом, я прошла это интервью, получила визу, мне порекомендовали уделять намного больше времени немецкому. Кстати, девочки, ни в коем случае не говорите, что вы учите немецкий пару месяцев, потому что, скорее всего, вам откажут. Я говорила, что я учу около года вроде, что я очень стараюсь, чтобы они видели у вас реально заинтересованность языком и страной. О том, как пройти интервью в немецком посольстве, мы с вами обсудим немножко позже, когда мы обговорим более подробно все нюансы этого дела, что следует сказать, а о чем лучше настоятельно промолчать. Как только я получила визу, в Германии она делается около 2 месяцев, поэтому билеты заранее лучше не покупать. Как только мне пришла виза, я купила сразу билеты и уехала в свою немецкую семью. Было у меня чемодана так 4 девочки с вещами, 1 чемодан у меня был с подарками всевозможными и еще 1 чемодан с едой, потому что мои родственники думали, что я бедная, несчастная, умру там с голоду, никто меня кормить не будет. Чего вам настоятельно не рекомендую делать, не рекомендую вам тащить столько вещей ненужных, очень даже. В общем, семья у меня была полностью немецкая, было у меня там 2 деток по 5 лет и мама. Я их не понимала вообще. Еще скажу, что после интервью я немецкий вообще не учила. То есть это прошло месяца 2, если не 3, с момента подачи документов. Я занималась правами, мне вообще было не до немецкого. То есть я приехала в страну, и я вообще не понимала, о чем со мной говорят. Я ничего не могла сказать, я просто ходила и 3 дня улыбалась. Все. Потом через 3 дня я предложила чаю. Я делала на кухне чай и своей гастмаме сказала: хотите чаю? 2 слова. Она такая: нет, спасибо. Потом такая: о боже, Лена заговорила, праздник. В общем, это было чудо чудное, диво дивное. Так и началась моя немецкая история. Отправили меня на курсы А1. Причем меня привели, и преподаватель спрашивает у моей гастмамы, а она, мол, вообще разговаривает? И гастмама такая: ну, я не знаю, я не слышала.
Преподаватель такая: окей, типа, ну, мы ее здесь посадим. Это был А1, и уже была средина. Говорит, и посмотрим. Если она что-то знает, останется здесь. Нет, так подождет и начнет вообще уже с начала курса. Меня посадили, но грамматику я, слава богу, учила по книге. Кому интересно, я могу ссылку на эту книгу тоже оставить в описании. Очень классная, рекомендую, все темы очень доступно написано. В общем, я вышла к доске, я там все просклоняла, что она хотела. Она сказала: все, окей, супер, остаешься в этой группе. Чему я тоже вообще обрадовалась. Но недолго длилось мое счастье. Через недели 3 проживания в этой немецкой семье меня выставили за двери. Это очень интересная история, о которой не знают до сих пор мои родственники. Поэтому сейчас я вам поведаю эту страшную тайну. В один прекрасный вечер, я не знаю, что случилось с моей гастмамой, она мне приходит и говорит: все, завтра ты едешь домой. Я говорю: в смысле домой? Она говорит: все, ты завтра едешь в Украину. Все, у тебя программа закончилась, ты уезжаешь. Это было непонятное мне состояние. Вообще не понимала, что она от меня хочет. Она на меня орала, кричала, она требовала с меня билет, чтобы я показала, что я купила билет домой. На следующий день мне надо было на немецком с ней изъясняться. Я звонила в агентство. Ехала я, кстати, через Стадио. И их партнеры мне сказали, что: ой, извините, вечером никого нет, звоните утром. Я говорю: как утром? Меня тут из дому выгоняют, я не знаю, что делать, мне надо с чемоданами уходить. Ну что мне говорят? Ой, ну вы знаете, не переживайте, у вас по закону 2 недели, когда вы можете жить в семье и искать новую, поэтому не переживайте, оставайтесь. Я говорю: вы что, вообще издеваетесь? В общем, утром эта гастмама стоит у меня перед комнатой и говорит: давай быстрее собирай чемоданы, потому что я за тебя на работу опаздываю. А не уйдешь сейчас, я вообще вызову полицию. Хорошо, у меня у мамы были знакомые в Германии, которые согласились уже на тот момент меня взять к себе. И я уже знала, куда я еду. Я собрала чемоданы. Соответственно, остались все мои подарки, вся моя еда и весь этот бред ненужный, который я привезла с собой, чего вам не рекомендую. И уехала. Звоню я в свое агентство, говорю: ну такая ситуация, вот что мне делать? Хорошо, у меня есть знакомые, а дальше где мне жить? Мне вообще отличный ответ, мне скинули ссылку с описанием отелей в Германии, где я могу пожить. У меня нет денег, у меня нет времени, я не знаю, мне надо искать другую семью, это вообще никого не интересовало. В общем, я плюнула вообще на это агентство. Решила найти семью сама, нашла ее ВКонтакте через группу ОПРовскую, написала ей, договорилась, я договорилась сразу, еще на каких-то сайтах я искала, я договорилась сразу с 2 семьями, одна была немецкая семья, вторая русская, но после немецкой первой семьи я уже как бы не рискнула ехать второй раз к немцам, поэтому я решила уехать к русским. Этот процесс у меня занял где-то 1,5 недели, и слава богу, мне было где пожить. Поэтому, девочки, если вы едете через агентство, я вам настоятельно рекомендую его первоначально проверить, почитать отзывы, посмотреть, потому что иначе никто вам не поможет в другой стране. В Америку я ехала через агентство «Европейский стандарт», ссылку на которое я оставлю в описании. Это просто реально проверенное агентство, которое занимается только программой ОПР, поэтому они индивидуально подходят каждой девочке. У меня многие знакомые здесь тоже ехали через агентство. Ну, во всяком случае, оно проверенное. Итак, я поехала к своей новой русской семье, точнее полурусской, потому что мама была русская, папа немец. А в таких семьях с детьми, как правило, нужно говорить по-русски, соответственно, для этого вас русские мамы и берут, чтобы дети знали язык. Это логично. Но, как я уже говорила, я не рискнула ехать снова в немецкую, мне хотелось, чтобы меня полностью понимали, и я понимала. Поэтому я ни о чем не жалею, я отлично провела год, у нас хорошие отношения, и мы дружим до сих пор, общаемся, я приеду к ним обязательно как-то в гости, поэтому, девчонки, не бойтесь русских семей, я не знаю, откуда взялось, что русские мамы, говорят, заставляют больше работать, как-то не уважают девочек, ну, ничего подобного. В семье у меня был один ребенок, ему было 3 года, мой график был такой, что я утром вставала, собирала его в садик, отводила, днем я была свободна, в обед я его забирала и проводила с ним время до вечера. Еще у меня была легкая уборка по дому, но у нас все было, опять же, повторю, по договоренности. Через некоторое время я решила снова пойти на курсы немецкого, тем более моя семья их оплатила мне. Не все семьи их оплачивают, иногда девочкам приходится это делать самостоятельно. В любом случае, это очень полезно и всем рекомендую обязательно на них ходить. Я прошла тест на сайте, мне показало, что у меня не полный А2,
и я решила его сама дома доучить, пойти сразу на B1.1, что, собственно говоря, я и сделала. После этого я пошла на курсы B2.1. То есть и с этим сертификатом я уже уехала домой. Вот считайте, за год я приехала с уровнем А1 и уехала с сертификатом B2.1, что в принципе неплохо. Но, опять же таки, я учила немецкий дома, я учила немецкий много и самостоятельно. Помимо курсов, я каждый день около 4 часов я проводила с учебниками и учила. Поэтому немецкий можно выучить в русской семье. А есть девочки, которые живут в немецких семьях и до сих пор его не знают. Либо можно посмотреть на тех же иммигрантов, которые живут по 20 лет в Германии, не зная немецкого языка. То есть семья – это не совсем показатель. И не стоит прям сильно так бояться, что если вы поедете в русскую семью, то вы там ничего не выучите. Все зависит абсолютно от вас. Еще важный момент – это местонахождение семьи. Когда я выбирала семью и думала, куда мне поехать, мне было, в принципе, все равно. Первая моя немецкая семья была в какой-то деревне. Я думала, ну окей, какая у меня разница, я все равно хочу путешествовать, ездить, а там, где проходят мои будни, особо это не имело никакого значения. И это была большая ошибка, потому что я жила в таком селе, чтобы мне куда-то уехать, мне приходилось садиться на автобус, ехать до более большого села, а с более большого села садиться на поезд и ехать до нормального города, откуда уже потом можно было путешествовать. То есть это было ужасно. И слава богу, все так сложилось, что я уехала и поменяла и семью, и город. Поэтому, девочки, обращайте на это внимание заранее. Это действительно очень важно. Во второй раз я жила в Нюрнберге, в большом городе, где транспорт очень хорошо ходит, мне не нужно было ни водить, я ночью могла возвращаться домой на общественном транспорте, все было очень удобно и доступно. Хотя, конечно, это все зависит от ваших целей. Если у вас есть цель накопить просто денег, либо сидеть и учить немецкий, может, вам в селе будет и хорошо. У вас не будет никакого соблазна на шопинг, и вам никуда не будет хотеться поехать. Но в противном случае очень настоятельно рекомендую обращать на это внимание. Я денег не насобирала за этот год, скажу честно. Я их все потратила, но я их тратила на путешествия. В принципе, это и была моя изначальная цель. И я рада, что все так сложилось. С немцами, кстати, я не общалась. Как-то они не сильно... Не могу сказать, что они не дружелюбные, но как-то к приезжим они не очень относятся. Тем более, может, мой уровень немецкого не позволял мне свободно с ними общаться. Очень хорошо дружить с такими же иностранцами, с приезжими, как и вы. С ними можно познакомиться на курсах, что мы сделали все вместе. У нас была большая компания, мы отдыхали, ездили. Это было потрясающе. И это люди, это контакты, которые будут с вами на протяжении всей жизни. Поэтому, девочки, не упустите такую возможность. Обязательно поедете, испытайте это на себе. В противном случае уехать вы можете всегда, вас никто не держит, хоть через неделю. Но, обещаю вам, вы это не сделаете. В Америку, кстати, я таки не поехала сразу после Германии. Как я туда попала, я расскажу об этом в следующем видео. Поэтому, девчонки, независимо от того, в какую страну вы едете, если вы думаете стать участницей программы ОПР, обязательно ей станьте. Это потрясающий год, это эмоции, впечатления, которые останутся с вами на всю жизнь. Многие девочки описывают это как самый счастливый год в их жизни. Еще никто из моих знакомых не пожалел о том, что они стали участницей программы ОПР. Все в полном восторге и очень счастливы и рекомендуют остальным, что и я делаю сейчас публично перед вами. Я уже рекомендовала эту программу всем моим друзьям и знакомым. Многие мои подружки, бывшие ОПР или теперешние ОПР, и я очень счастлива, что я смогла им помочь. Надеюсь, смогу и вам. Так что удачи вам во всех начинаниях, не бойтесь, пробуйте, и все у вас обязательно получится. Спасибо, что смотрите меня, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Увидимся с вами в следующих видео. Чус!